Здравствуйте, уважаемые коллеги. Федерация лизинга вновь приветствует всех заинтересованных участников рынка лизинга на нашем видеоканале в YouTube. Мы, как уже по нашей традиции, встречаемся с крупнейшими лизингодателями и обсуждаем с ними вопросы текущего рынка. Сегодня у нас в гостях топ-менеджер одной из крупнейших и старейших компаний на лизинговом рынке. Мы приветствуем в нашей импровизированной студии руководителя дивизиона Санкт-Петербург компании «Балтийский лизинг» Андрея Бугрова. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Добрый день, Алексей. Естественно, мы хотели бы обсудить в самом начале нашей беседы о том, как ваша компания работает в режиме самоизоляции, которая еще у нас сегодня продлена. Я вижу, вы находитесь не в офисе. Ваша компания была одна из первых, которая объявила о полном готовности работать в электронном цифровом режиме с клиентами и контрагентами. Расскажите, как это происходит, как это получается у вас. Да, Алексей, спасибо. Конечно, ситуация очень интересная, потому что, во-первых, это необычно для абсолютно всех таких кризисов, которые сейчас их не было, потому что были экономические кризисы, были политические кризисы, а у нас сложилось все воедино. И, собственно говоря, в этих условиях, по сути дела, каждая компания проходит испытания на прочность и насколько она готова. Ну, мы в первую очередь, естественно, делаем упор на работу в законодательном, в правовом поле, потому что мы понимаем все ограничения и самое главное, для чего эти ограничения вводятся. И, естественно, очень важно и здоровье наших сотрудников, здоровье наших клиентов. Поэтому в первую очередь мы перешли на удаленную работу. Ну, что это для нас? Естественно, это не переход в одночасье, что вот захотели и перешли, но при этом для этого ничего не сделали. Это достаточно серьезная работа, которая на самом деле началась еще задолго до начала всех этих мероприятий. Потому что мы очень большое внимание уделяем вопросам цифровизации, и компания, которая имеет в том числе и проектный офис, который как раз-таки занимается передовыми технологиями и разработками, уже какое-то время назад взяла курс на цифровизацию и готовилась к удаленной работе. На сегодняшний день у нас порядка 1050 сотрудников, которые работают удаленно, подключены ко всем информационным системам. И, по сути дела, мы не замечаем разницы между нахождением в офисе либо работой удаленно на своих компьютерах. Ну, естественно, если не говорить о физическом общении. Да, вот это то, чего не хватает, наверное, каждому из нас, и это не заменит ни одна информационная система. Но, тем не менее, самое главное, что все процессы в компании, они работают. Это первое. Второе, что я хотел сказать, то, что, безусловно, контроль над работой, он поставлен на высоком уровне. У нас существует оперативный штаб, который обсуждает все текущие вопросы. Более того, у нас есть отдельный юридический штаб, который в первую очередь анализирует ежедневно ситуацию в каждом регионе, а мы на сегодняшний день имеем 74 филиала в достаточно большом количестве регионов Российской Федерации, и не секрет, что в каждом регионе есть свои особенности с точки зрения ограничения работы. И вот здесь очень важно соблюсти все эти условия, и самое главное, вот как я уже повторяюсь, работать в правовом поле. Кроме того, естественно, то, что мы не можем самостоятельно, допустим, оказывать услуги в плане физической передачи каких-то документов, у нас существует возможность работы с курьерскими службами, которые сейчас как раз-таки находятся на передовой и оказывают такие услуги. А самое главное, мы умеем удаленно, то есть электронно подписывать документы. Вот это та возможность, которая, по сути дела, на сегодняшний день неоценимая. Мы работаем в системе Диадок, которая позволяет при помощи электронно-цифровой подписи подписывать документы.
Если говорить о наших контрагентах, клиентах, либо поставщиках и возможности их, сейчас очень активно точно так же поставщики и клиенты переходят либо на систему Dialog, либо на другие системы, которые там в режиме роуминга могут работать вместе с нашей системой и как раз-таки заниматься обменом подписями этих документов. Вот это самое главное, то, что сейчас, ну, по сути дела, мы перешли на совершенно другой качественный уровень. Причем самое интересное, что все эти ограничения, они в первую очередь как раз дают возможность посмотреть несколько под другим углом на все бизнес-процессы, которые сейчас, и более того, даже их оптимизировать. Как ни странно это звучит, но даже процесс подписания договоров, он сейчас занимает гораздо меньше времени. То есть, находясь за компьютером и ставя свою подпись, я через 10 минут могу получить обратно подписанный и имеющий, самое главное, юридическую значимость документ. Вот это, конечно, неоценимо, и это позволяет в сложившейся ситуации нам более качественно и быстро оказывать услуги клиенту. Кроме того, что бы еще хотелось сказать, безусловно, у нас существуют и до этого существовали возможности электронных каталогов на нашем сайте. На сегодняшний день любой клиент может посмотреть и выбрать себе в режиме онлайн либо автомобиль, либо спецтехнику на нашем сайте. Он сразу же получит стоимость этой техники, этого автомобиля. Он видит, у какого дилера, у какого поставщика эта техника находится, и, естественно, получить расчет лизинговых платежей. Также у нас существуют личные кабинеты, как лизингополучателей, так и поставщиков. Опять же, очень актуальная тема, потому что в личном кабинете есть возможность видеть, во-первых, отправлять заявки, видеть историю взаимоотношений, сейчас уже получать счета фактуры, которые также подписаны электронной цифровой подписью. Этот проект у нас также запущен, и достаточно большое количество клиентов этой услугой пользуются. Ну и, естественно, те договоры, которые также будут сейчас подписываться и которые уже подписываются, они точно так же могут в случае необходимости распечатать, выгрузить из этой системы. То есть в целом могу сказать, что мы готовы, мы к этому шли и, собственно говоря, знаем, как работать. Нам в первую очередь очень важно находиться на связи с клиентом, потому что первые дни, когда вся страна перешла на удаленную работу, были опасения у наших клиентов о том, что теперь они не знают, к кому обращаться. Каждый менеджер у нас подключен и по мобильной связи. Также у нас есть колл-центр, который также работает удаленно и работает по всей России, есть единый федеральный номер, и любой вопрос, который интересует клиента, оператор колл-центра переключит на нужного специалиста. То есть все работает, все готовы к этому. Вот уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вот то, что вы сейчас говорили о подписании документов, речь идет именно о простой электронной подписи, да, а не квалифицированной. То есть понятно, что с квалифицированной подписью вообще все просто, если она есть. А если ее нет, то система Dialog, я так понимаю, что она позволяет этот вопрос решить с помощью простой электронной подписи. Но это как раз-таки квалифицированная электронная подпись, потому что все, что проходит через систему Dialog, имеет юридически значимую функцию. Поэтому в данной ситуации это равносильно подписанию физическому и проставлению печати. Скажите, пожалуйста, вот вы отметили, что ну, то есть как бы удаленная работа предполагает минимизацию личных встреч с клиентом. Вот в любом случае, вот мы общались с другими лизинговыми компаниями, они говорят, что полностью избежать этой встречи невозможно. Как минимум на передаче автомобиля представитель лизинговой компании должен присутствовать. У вас это также происходит? То есть, или вы разработали какую-то технологию, когда клиент вообще может с вами встречаться лично?
Ну, здесь можно так сказать, что мы пользуемся различными способами. Все зависит в том числе и от клиентов. С теми действующими постоянными клиентами, с которыми нас связывает уже годы сотрудничества и многое количество договоров, безусловно, мы можем юридически предусмотреть и передачу имущества непосредственно от поставщика лизингополучателя. То есть в данной ситуации мы обеспечиваем документальный оборот, а поставщик с клиентом уже осуществляет физическую передачу. Естественно, сейчас есть и определенные ограничения у поставщиков, да, потому что каждый старается, не нарушая всех этих ограничений, все-таки работать в режиме онлайн. Насколько мы мониторим, причем каждодневно мониторим ситуацию по поставщикам, кто как работает. Вот сейчас точно так же стараются искать способы перехода на онлайн-продажи, бесконтактные продажи, в том числе и передача бесконтактная, там, где это возможно, либо с соблюдением всех технологических предосторожностей. Мгм. Ну вот вы сказали, что вы онлайн ежедневно мониторите ситуацию в регионах. Могли бы вы рассказать о том, как различаются вот нынешние режимы для работы именно лизинговых компаний, поставщиков предметов лизинга от регионов? Понятно, что в Москве, Санкт-Петербурге все построже, где-то полегче. Могли бы вы какую-то, я не знаю, ну, охарактеризовать эту картину, там, не знаю, по округам, по регионам, по территориям, как это происходит? Ну, в данной ситуации, конечно, сказать, что называется, за всю Россию и однозначно очень сложно, потому что в каждом регионе есть свои особенности. И, естественно, эти особенности, они накладывают отпечаток на те процессы, которые существуют в компании. И приходится их разнообразить для того, чтобы максимально охватить эти регионы. Есть регионы, которые жестко запрещают, ну, собственно говоря, вы назвали самое жесткое Москва, Петербург. Если говорить о других регионах, то сейчас уже, скажем так, есть несколько регионов, в которых официально лизинговая деятельность, она не подпадает под стопроцентное ограничение. Да, то есть существует возможность, естественно, соблюдая все нормы безопасности, работать в этих регионах. К сожалению, таких регионов немного, но могу сказать, что на самом деле сейчас процесс общения с территориальными органами, он достаточно активный, и это не только связано с нашей компанией, естественно, это связано со всей отраслью. И в этой связи могу сказать очень хорошую функцию и большую роль в этом плане выполняет Объединенная лизинговая ассоциация, которая, аккумулируя потребности лизинговых компаний и понимая необходимость в том числе и передачи имущества, а это же не только передачи новые, да, это же и закрываются договоры, и с этим что-то нужно делать, потому что по автомобилям, допустим, существуют ограничения по сроку регистрации на срок действия лизингового договора. И если срок действия закончился, то физически лизингополучатель не может эксплуатировать. То есть есть определенные ограничения, которые так или иначе нужно решать. И Объединенная лизинговая ассоциация обращается с письмами как раз-таки в регионы, с разъяснением необходимости работы в таких условиях, ну и, собственно говоря, дает возможность как раз и получает обратный отклик. Мгм. Понятно. Вот если можно, мы уже говорим вот о заключении новых договоров, да, в течение уже нынешнего периода. Могли бы вы рассказать о том, каковы объемы текущих сделок, как они происходят, может быть, не только по автомобилям, а по и другим предметам лизинга в других отраслях, как идет ситуация, как работает компания? Да, могу сказать, даже привести некоторые цифры, потому что мы, естественно, не остановили работу, несмотря на, скажем так, наличие отраслей, которые в настоящее время парализованы. Есть еще отрасли, которые все-таки продолжают работать. Более того, я бы, наверное, привел здесь очень хорошую такую фразу, да, которую в свое время давно сказал
великий философ Сократ: кто хочет, ищет способ, а кто не хочет, ищет причину. То есть те, кто хотят работать и понимают, что им надо как-то жить, они приспосабливаются и находят способы. Поэтому у нас такие клиенты есть. Если говорить с начала года, то значит, мы уже сейчас заключили нового бизнеса на 20 миллиардов рублей. Если говорить про первый месяц, апрель, самый сложный, который был, сейчас заключение уже более 3,5 миллиардов. То есть в целом заявки есть. И это не только автотранспорт, также есть спрос на спецтехнику, и есть также сделки по оборудованию. Здесь в этом объеме, естественно, есть сделки, которые идут еще с марта месяца, и клиенты, скажем так, поставили на паузу, но сейчас, оценив обстановку, понимают, что эти средства производства им необходимы. Ну, а дальше уже понятно, что по мере снятия ограничений постепенно этот объем будет нарастать. Вот буквально не так давно исполнительная власть, соответственно, и Министерство промышленности и торговли уже объявило о новых программах господдержки и продаж промышленной продукции, да, в том числе и в лизинг. Насколько помогает эта история вот в кризисное время? Ну и, конечно, второй вопрос, насколько те меры, которые принимаются по поддержке финансовой сферы, да, отражаются на лизинговых компаниях. Ну, это как бы две стороны моего вопроса. Если можно, тоже расскажите ваш взгляд на эту историю. Да, Алексей, спасибо за вопрос. Безусловно, все меры, которые на сегодняшний день существуют, а если речь идет, допустим, о программах Минпромторга по поддержке колесной техники, это очень важные меры, и они в первую очередь направлены на конечного лизингополучателя. Потому что вопрос оптимизации затрат на сегодняшний день, он как никогда актуален. И если говорить, опять же, об этой программе, она, ну, за прошлые предыдущие годы она показала свою эффективность. И сейчас эта программа как никогда нужна. Очень позитивно и клиенты, и мы восприняли информацию вот на прошлой неделе от правительства об увеличении этой программы до 6 миллиардов. Это действительно существенная поддержка, хотя могу сказать, что спрос очень большой. И каждый год с момента старта этой программы количество желающих просто возрастает, и при этом программа, как бы она большой ни казалась, расходуется достаточно быстро. И здесь, конечно, очень важно, учитывая там, те методики Минпромторга по расчету лимитов на каждую лизинговую компанию, которые существуют, очень важно правильно определить тот объем, который можно освоить, ну и, естественно, уже дальше транслировать своим клиентам. С точки зрения, кому нужнее, я уже сказал, да, для клиентов, ну, естественно, для лизинговой компании это тоже важно, потому что участие в таких программах показывает, ну, во-первых, универсальность компании, потому что не каждый может позволить себе так называемые, как некоторые говорят, игры с государством. Мы все-таки серьезная крупная компания, и мы понимаем, как правильно выстроить работу. И, безусловно, уже достаточно много лет мы участвуем в этих программах и понимаем те особенности, которые в них присутствуют. Ну вот на самом деле вопрос о рисках участия в таких программах, он не безосновательный. Мы знаем, что там, например, по программе спецтехники по договорам 2018 года некоторые лизингополучатели и лизингодатели так и не получили этих субсидий. Как вы вот просчитываете эти риски? Потому что ведь ясно, что не только вы, но и другие лизингодатели выбирают этот объем. Как можно рассчитать, вот, что его хватит или не хватит, да? То есть не будет ли, кстати, так называемого перезаклада по лизинговым контрактам, чтобы потом, конечно, будет, ну, вот мы видели по этому случаю, что это достаточно серьезная проблема для именно операторов этой техники. Вот. Ну и, соответственно, и репутационные потери в отрасли тут тоже очень серьезные.
Безусловно. Ну, здесь можно сказать о том, что каждая лизинговая компания для себя решает, по какому пути пойти, насколько, скажем так, перезаложиться с запасом э, по запросу финансовых средств, либо по сбору лизинговых заявок. Мы, в свою очередь, идем по пути стопроцентной честности. Мы считаем, что так как, безусловно, существует репутационный риск, существует достаточно большое количество клиентов, которые с нами работают много и долго. Такой пример, допустим, у нас более 60% клиентов – это повторные клиенты. То есть для нас очень важно, чтобы они пришли в следующий раз и понимали, что то слово, которое мы даем, мы исполняем. Поэтому, естественно, в данной ситуации мы стараемся максимально точно. Ну, в первую очередь, начинать работать по программе тогда, когда она официально уже работает и подписаны все официальные документы, потому что не секрет, что некоторые конкуренты, набирая про запас, еще не дожидаясь запуска программы, потом как раз-таки и работают с клиентами по невозмещению тех сумм, которые они в итоге не получили. Поэтому, ну, у каждого свой подход. То есть, как я уже сказал, мы выбираем честный подход. Мы считаем, что для нас репутация важна. Ну и, естественно, клиенты, которым потом объяснять, что, извините, мы вот денег не получили, поэтому извольте вернуть нам ваш 10% аванс, который вам государство обещало, вот это будет не очень красиво. Поэтому в данной ситуации мы, конечно, считаем, что здесь должно быть все честно. Вот буквально недавно, еще вот касательно господдержки, президент Владимир Путин заявил о целевых субсидиях для каршеринга. Это сегмент, наверное, один из самых сейчас таких пострадавших. Ну, по крайней мере, я не знаю, вот в Москве каршеринг сейчас остановлен. Это прям видно даже на улицах. Ну вот, какова ситуация в Петербурге и насколько этот сегмент вообще даже вот, ну, с нынешней объявленной господдержкой выживет, какова судьба этих клиентов сейчас? Ну, это действительно серьезная ситуация, причем непонятно в отношении кошеринга, потому что, скажем так, конкурентная услуга, которая существует, такси, ее никто не запретил, и при этом непонятно, если в кошеринге ты едешь один, то в такси ты как минимум едешь с водителем, и это уже дополнительный риск. Поэтому здесь, конечно, существуют вопросы. В Петербурге точно так же эта деятельность запрещена, машины стоят на стоянках в огромном количестве. Но я могу сказать, что здесь, конечно, очень многое зависит от тех компаний, которые являются эксплуатантами этого имущества. На сегодняшний день есть несколько подходов. Те, кто смирились и машины стоят, и они ждут, когда их можно будет выпустить на линию. Я слышал не так давно интервью одного из представителей тоже кошеринговой компании, который сейчас очень активно использует свои машины в качестве разъездных курьерских. То есть вот опять же, как бы возвращаясь к Сократу, да, кто захотел, тот подумал, каким образом можно дополнительно использовать. Вот я считаю, что клиенты, которые обдуманно подходят к своему бизнесу и в сложившейся ситуации не складывают руки и не выходят с лозунгами «дайте нам денег, потому что мы не знаем, как работать», вот это, конечно, наверное, вариант, скажем так, такой нежизнеспособный. Те, кто пытаются найти возможные варианты, ну, здесь будет, да, период выхода из этой ситуации, он будет, скажем так, достаточно длительным, но, тем не менее, выход всегда есть. Мгм. Ну вот мы плавно переходим к вопросам о возможных реструктуризациях текущих договоров лизинга с клиентами. Сейчас компании, лизинговые компании на перебой, так сказать, объявляют о программах лизинговых каникул в той или иной форме. И, ну, собственно говоря, и наши зрители уже интересуются, так сказать, именно программами Балтийского лизинга в этом отношении. Причем, ну, вот хотелось бы им узнать именно о каких-то таких именно ваших
так сказать, предложение, да, а не только, так сказать, вот льготный лизинг по линии Минпромторга, скидки от производителя. Это было всегда и для всех. Так или иначе, вот что предлагает именно ваша компания для действующих клиентов, которые, возможно, попали в неприятную ситуацию, в сложную, а возможно и не попали, и просто, так сказать, обращаются за реструктуризацией, чтобы сэкономить, так сказать, по случаю. Расскажите, как устроена работа сейчас вашей компании в этом отношении? Да, ну, во-первых, хочу сказать, что работа с дебиторской задолженностью, она ведется у нас в плановом режиме и на постоянной основе, потому что мы понимаем, что качество компании, скажем так, надежность компании, а самое главное, а, гарантия для клиента, что он дойдет до конца действия лизингового договора и заберет свое имущество в собственность, да, не столкнувшись с проблемами именно лизинговой компании. Вот здесь очень важно своевременно собирать эти лизинговые платежи. Безусловно, сейчас достаточно большое количество обращений, которое было вызвано именно непониманием, как работать в сложившейся ситуации. Не скажу, что это все клиенты, естественно. И причем, как ни странно, если говорить о наиболее пострадавших отраслях, да, которые вот, уже как бы официально, что называется, закреплены, вот количество клиентов в этих отраслях у нас не такое большое. И это, наверное, все-таки, наверное, не случайность. Я больше скажу, что это закономерность выстраивания нашей риск-политики, в том числе основываясь и на предыдущих кризисах. Потому что очень важно, чтобы портфель был сбалансирован, чтобы не было зависимости ни от отраслей, ни от конкретных крупных лизингополучателей. Вот здесь баланс очень важен. От этого как раз-таки и зависит судьба лизинговой компании. Значит, возвращаясь к тем обращениям, которые у нас сейчас существуют, у нас есть несколько системных решений, которые мы предлагаем клиентам, но здесь все зависит от текущей ситуации. Был ли клиент до этого должником, в какой степени и в какой момент сейчас находится действие договора, это начало, это конец, какие были типы графиков, потому что здесь есть тоже свои нюансы. Ну, первое системное решение, которое у нас есть, это перенос платежей на конец мая без начисления пени за просрочку. То есть мы берем на себя этот удар, скажем так, стоимости этих денег, понимая, что часть клиентов это будет серьезное подспорье для того, чтобы вот эти 1,5-2 месяца встать, ну, по крайней мере, выйти, да, и попытаться начать свою деятельность. Безусловно, это предлагается не всем клиентам, как я уже сказал, здесь все зависит от ряда факторов. В некоторых случаях у нас есть частичный перенос платежей с уменьшением размера платежей в первые месяцы. Так называемая реструктуризация, тоже есть пул клиентов, которым мы это предлагаем. Здесь еще нужно понимать, что некоторые вопросы, да, и некоторые решения, они требуют каких-то системных вопросов, в том числе, допустим, пересчет графика лизинговых платежей, имея многотысячную клиентскую базу, это достаточно серьезный процесс, который может занять большое количество времени. Наша система позволяет, вот, систематизировав, допустим, такие пулы клиентов, делать это в автоматическом режиме. Это тоже большая заслуга той информационной системы, в которой мы работаем, ну и, естественно, нашего проектного офиса, который всеми этими вопросами занимается. На самом деле у нас была, скажем так, тренировка год назад, когда НДС поменялся. Вот это тоже был серьезный вопрос, когда требовалось пересчитать большое количество графиков. Опять же, мы максимально сделали это в автоматическом режиме, попытавшись в том числе и учесть интересы некоторых лизингодателей, лизингополучателей с точки зрения там, переходных периодов. Потому что когда в конце года мы заключали под 18%, а через месяц НДС уже был 20%, то здесь были определенные сложности. Вот здесь как раз-таки автоматизация нам очень помогла выйти с минимальными трудовыми затратами. Поэтому, естественно, клиенты обращаются, и самое главное, для нас очень важно
и отвечать каждому клиенту. Потому что абсолютно все каналы коммуникации используются, в том числе и приходят письма, как я уже шучу, с Новым годом, наверное, поздравляли меньше, чем с письмами о информации, что творится на рынке и как ковид распространяется по нашей стране в том числе. Но тем не менее, здесь можно, конечно, смеяться, хотя вопрос, конечно, серьезный. И очень важно, вот вы правильно заметили в начале вопроса, о том, что есть те, кто действительно пострадал, а есть те, кто под общий шумок хотят себе временно снизить нагрузку. Вот здесь, конечно, мы тщательно подходим, потому что у нас, кстати, могу еще сказать, очень актуализированы, скажем так, состояния отраслей. Наши риск-подходы в этом плане, по сути дела, в онлайне. Каждые 2 недели мы пересматриваем категории отраслей и смотрим, где что происходит. То есть вот здесь должна быть, мы должны обладать объективной информацией для того, чтобы правильно оценить обстановку и определить тот объем, который мы можем предоставить. Хотелось бы тоже спросить, как чувствуют себя крупные ваши клиенты, крупные корпоративные, насколько они тоже обращаются за реструктуризацией платежей и так далее, насколько именно большие клиенты корпоративные сейчас переживают сложности. Есть ли какая-то разница между малым бизнесом и крупным по степени, так сказать, кризисного удара? Насколько вы чувствуете? Здесь можно так вот разделить этот вопрос. Вот крупные компании производства, да, которые сумели организовать работу с учетом всех медицинских ограничений, они, конечно же, работают. Больше, потому что остановить производство – это процесс достаточно сложный, во-первых, а во-вторых, последствия этой остановки могут быть необратимыми, потому что есть производственные линии, которые должны работать всегда. Допустим, линия по обжигу керамической плитки. Если она останавливается, то дальше ее без существенных денежных вложений не запустить. Там есть части, которые должны постоянно вращаться. И если они остановились, то они залипли и, по сути дела, идут на замену. Поэтому, естественно, стараются такие компании крупные продолжать работать. Другой вопрос – это рынки сбыта их продукции. Да? Там, где речь касается о массовом спросе, и мы видим, что у нас, по сути дела, на сегодняшний день работает это продовольственный сектор, это еще так и более-менее стройка, да, то есть строительные материалы, которые продаются. А если говорить о других секторах, то здесь есть определенные проблемы. Хотя, опять же, онлайн-продажи, они также существуют. И здесь вот важно, как они это все организовывают. Поэтому, да, сложности есть. Мы к таким предприятиям относимся не менее тщательно с точки зрения анализа. Более того, я бы сказал, что мы достаточно много знаем о них, потому что по крупным проектам мы проводим ежеквартальные мониторинги и понимаем, как компания работает, какие объемы, и есть с чем сравнить. Вот самое главное – это именно понять, что было до и что сейчас стало после. Вот как только мы это понимаем, естественно, дальше уже идет диалог с клиентом. Что касается, допустим, имущества, которые легковые машины, да, здесь можно, скажем так, здесь мы понимаем, что это средство, да, которое не используется напрямую для зарабатывания денег. То есть это, по сути дела, служебный автомобиль, это автомобиль генерального директора или других руководителей, да, в компании. И от того, насколько, скажем так, они хотят воспользоваться ситуацией и заплатить за более дорогой автомобиль меньшие деньги, вот здесь, конечно, нужно уже оценивать. В первую очередь мы за то, чтобы работали производства, в первую очередь, чтобы бизнес не останавливался. Если это разъездная машина, которая разводит продукцию, то, естественно, она должна ездить и зарабатывать эти деньги.
Поэтому здесь я говорю, что очень индивидуальные и разные подходы. Мгм. Ну вот, на самом деле, вот вы уже говорили о том, что опыт предыдущих кризисов ваша компания использует, так сказать, уже и в текущем виде. Вы лично более 20 лет в лизинге, ваша компания сегодня в этом году отмечает 30-летний юбилей. И, соответственно, вы прошли через уже несколько экономических кризисов. Можете ли как-то обрисовать ситуацию, чем нынешний кризис принципиально отличается? Ну, то есть понятно, что его причины другие, но как бы в общей именно экономической и финансовой сфере, ну и может быть сделать какой-то прогноз по поводу того, как экономика будет жить дальше в течение года, там, до конца года. Да, Алексей, спасибо. Во-первых, спасибо, что обратили внимание действительно на круглую дату. Мы о ней не забываем. Более того, мы считаем, что самое главное наше достоинство – это наша клиентская база, которая формируется годами, клиенты, которые нас выбирают и знают, почему они к нам приходят. 30 лет – это, по сути дела, срок нашей современной России, да, то есть 90-й год, точно так же после распада СССР появилась современная Россия, появилась первая лизинговая компания в России, Балтийский лизинг, мы обладатели лицензии номер 1, поэтому мы этим гордимся. Но это как бы первое, да. Второе, естественно, в этот же период мы прошли через все кризисы, которые испытывала наша современная Россия. Они, вот предыдущие чем-то были похожи, хотя с определенными своими особенностями. В большей степени все эти кризисы сопровождались ростом курса валют. Здесь, наверное, вот как бы это объединяет, да, вот эти кризисы вместе. Но сегодняшний кризис, он, как я уже вначале говорил, он не похож ни на один другой. Вот экономика экономикой, политика политикой, а физические ограничения, которые на сегодняшний день существуют, это серьезно накладывает ограничения, да, и, ну, скажем так, определенные вопросы, которые требуется решить для того, чтобы не остановиться и для того, чтобы работать. Вот здесь вот очень важно, что в текущей ситуации тоже возможно работать. Что касается опыта, да, который мы приобретаем, проходя через каждый кризис, вот здесь он, конечно, неоценим. В первую очередь мы делаем серьезные корректировки и, опираясь на то, что было, в нашей риск-политике. Вот здесь, как я уже говорил, очень важно, вот надежность лизинговой компании – это качество клиентской базы. Качество клиентской базы – это те подходы, которые мы применяем при заключении договора. Да, не секрет, что достаточно много времени последнего многие компании идут по пути упрощения анализа лизинговых клиентов, но это, скажем так, такая видимая, да, как бы часть. Кажется, что она идет как упрощение, но я могу сказать, что мы не ослабляем свои подходы. Более того, мы просто используем более качественные современные сервисы, которые позволяют с меньшим количеством контактов с клиентом получить максимальную информацию по деятельности этого клиента. Это информационные системы Spark, которые имеют свою отчетные базы по отчетностям. Это налоговые инспекции, которые предоставляют также открытые источники информации. Поэтому все то, что необходимо для оценки качества клиента. И это как раз-таки в том числе и после всех тех предыдущих кризисов, которые показывают, насколько важно в первую очередь обращать внимание на способность клиента возвращать вложенные деньги. И, естественно, это, с одной стороны, качество клиентов, ну и, как я уже сказал, качество лизинговой компании. Вот я всегда клиентам говорю, что вы не смотрите на стоимость продукта. Может быть дешевле график, безусловно, рынок, он так и построен.
А вот вопрос с дешевым графиком, доживет ли лизингополучатель, вернее, лизинговая компания с этим лизингополучателем до конца договора, вот здесь очень важный момент. Поэтому вот как раз-таки качество и количество клиентов это тоже очень важно. Степень диверсификации рисков, как я уже сказал, отраслевая диверсификация. Очень важно, когда есть не монопродукт, а большое количество продуктов. Мы универсальная компания, мы занимаемся лизингом легкового транспорта, грузового, спецтехники, оборудования, недвижимости. Более того, у нас есть одно из перспективных и хорошо развивающихся направлений – это оперлизинг, который также вносит свои определенные особенности в деятельность компании. Более того, мы считаем, что оперлизинг, за ним большое будущее, потому что счастье не во владении, а в пользовании, да, как говорил Аристотель. Вот здесь вот важно, что в будущем, и более того, даже вот совсем недавно правительство выходило с инициативой по как бы специальной программе работы с лизинговыми компаниями по аренде. Буквально недавно было на совещании правительственном объявлено о том, что такая программа создана и уже даже понятны какие-то объемы финансирования. Могли бы вот рассказать про ваше отношение к этой программе и, собственно говоря, да, перспективах кооперационного лизинга в России? Ну, я, наверное, не буду комментировать по поводу объемов, потому что, скорее всего, сейчас есть пока такое общее представление, что каким образом это должно быть. Единственное скажу, что на самом деле вот как раз-таки та база, которая необходима для того, чтобы развивать это направление, в нашей компании существует. Как я уже сказал, укрлизингом мы занимаемся, и перспективы очень большие, потому что здесь мы даже можем наблюдать, вот в прошлом году некоторые автопроизводители выходили с такой инициативой, насколько я помню, Volvo предлагала машины, скажем так, в такую в аренду, когда ты в любой момент можешь, там, доплатив, пересесть на другой класс автомобиля и дальше использовать его в качестве арендного автомобиля. Точно так же и Uber-лизинг, он позволяет забыть о непрофильных операциях, связанных, допустим, с обслуживанием автомобиля, с заменой колес, с какими-то прохождением технических ремонтов, с продлением страховок. Это на все берет на себя лизинговая компания. И для клиента важно, что он просто использует это как средство передвижения. Все остальное за него делают. Да, за это нужно заплатить. Но, собственно говоря, время, оно стоит денег. Поэтому то время, которое он мог бы потратить на свою деятельность, в случае, там, допустим, финансового лизинга, он дополнительно еще занимается обслуживанием автопарка. В данной ситуации оперлизинг, он дает возможность работать. Это понимают крупные западные компании, потому что традиционно лизинг в России, он был, оперлизинг в России был востребован такими компаниями, потому что на Западе они работают именно так. У нас это, с одной стороны, новое направление, с другой стороны, оно уже достаточно долго, скажем так, существует. Вопрос только популяризации этой услуги. Потому что вот объяснить клиенту, для чего ему это нужно, это очень важно. Как только ты дашь ему возможность понять, что это действительно экономически выгодно, несмотря на то, что лизинговый платеж выше, чем финансовый лизинг, в этот момент сразу в глазах появляется искра, и сразу же появляется желание, а давайте попробуем, а давайте еще, еще и еще. И дальше уже от этого не отказаться. То есть перспективы, конечно же, есть. Вот, кстати, вопрос о ценах. Как сейчас вот в связи с, опять же, с текущей ситуацией изменились, собственно говоря, стоимость услуг лизинговых компаний, в частности, ваши? Насколько они, там, не знаю, в целом выросли, или можно сказать, что по каким-то сегментам ситуация другая? Могли бы вы как-то обрисовать эту ситуацию? Ну, на сегодняшний день, безусловно, мы стараемся находиться в рамках тех стоимостей, которые были до этого момента. Я могу сказать, что на сегодняшний день
несмотря на там, изменение курсов валют, несмотря на изменение учетных ставок, в первую очередь все очень зависит от финансирующих банков. Потому что лизинговая компания, безусловно, выстраивая свою ценовую политику, она основывается на источнике привлечения. И если и, по сути дела, как бы мы смотрим за тем, что происходит в банковском секторе и непосредственно в банках, в которых мы финансируемся. Если там ничего не меняется, то мы также не меняем, не корректируем свою ценовую политику, потому что мы знаем стоимость наших услуг, мы знаем, там, сколько мы должны заработать, и мы стараемся быть как раз-таки в рынке по ценовому своему предложению. Сказать, что какие-то резкие изменения сейчас были, нет, этого нет. Мы вполне Ну а адекватно. как вы ожидаете, вот та поддержка, которая сейчас активно оказывается со стороны федеральных властей банкам, со стороны Центрального банка, она как-то отразится на лизинговых компаниях? То есть, ну, на самом деле, мы ждем, что средства должны дешеветь, с учетом, опять же, и ключевой ставки, которая была снижена в очередной раз. Какие ваши ожидания насчет, так сказать, работы всей финансовой системы? Ну, я могу сказать точно, что прямой корреляции со снижением учетной ключевой ставки и стоимости финансирования, к сожалению, не происходит. Хотя об этом всегда думают наши клиенты, видя, как только этот индикатор меняется, сразу же начинают обращаться: вот ставка изменилась, давайте-ка нам тоже меняйте. Вот все должно проходить по цепочке. Да? Не бывает так, что в одном месте где-то изменилось, и сразу же все изменилось везде. Если банки не корректируют свою политику ценовую, то, естественно, это не отражается на нас. Поэтому мы, в свою очередь, не можем это транслировать клиентам. Если говорить в долгосрочной перспективе, то, ну, скажем так, вот эти действия, которые там тот же Центробанк проводит, они пока не носят какого-то системного характера. Потому что будет происходить в экономике на сегодняшний день, там, попытки заливать, допустим, деньгами, да, те или иные отрасли. Здесь очень важно, чтобы эти деньги были целевыми. И не просто на поддержание, скажем так, на всякий случай всем и понемножку. А вот очень важно, чтобы четко выбирались те предприятия, которым это необходимо, чтобы не было общей массы тех, кто на всякий случай под общий шумок решил в этом всем поучаствовать. Это, конечно, достаточно сложно в таком, во-первых, большом государстве, да, контролировать и проводить. Те, скажем так, основы, да, и те точки, которые расставляет, допустим, правительство, озвучивая какие-то те или иные дополнительные формы поддержки, они, конечно, звучат правильно. Вопрос исполнения. Поэтому, если говорить о том, когда все это изменится, допустим, да, и как это повлияет, естественно, должно пройти время. Но в первую очередь мы должны сначала начать полноценно функционировать и работать, да, а только после этого у нас есть ориентиры, когда это может произойти, но тут могут еще решающие факторы какие-то влиять. Естественно, до конца года, на мой взгляд, будет ситуация, которая, ну, не позволит сказать, что все вернулись в обычное русло и будем работать так же, как и работали. Но при этом, опять же, скажу, что те, кто пройдут через там, ближайший месяц-два, они перейдут на более качественный уровень. Потому что сейчас появляются уже новые бизнесы, которые до этого не работали, а сейчас просто процветают. Поэтому вот здесь очень важно выбрать правильный уровень цифровизации, выбрать правильное направление и подстроиться под рынок. В общем, если продолжать ваши цитаты из философов, все, что нас не убьет, сделает нас сильнее, я вас понял. Это точно.
У нас, у наших зрителей и пользователей нашего портала есть такие более-менее частные вопросы. Вот в частности, один из вопросов, что может предложить Балтийский лизинг физическим лицам, гражданам, не ИП, не, так сказать, организациям, а именно физическим лицам, самозанятым, какие программы, на каких условиях. Такой есть у нас вопрос. Ну, что касается физических лиц, у нас есть такой продукт, он в большей степени касается сотрудников наших лизингополучателей, то есть те компании, с которыми мы работаем, мы также предлагаем рассмотреть возможность лизинга физических лиц. Но в данной ситуации нужно просто понимать, что законодательно лизинговые платежи облагаются НДС, да, ну, кроме медицинского оборудования. Если говорить о физических лицах, то, естественно, здесь также присутствует НДС, и поэтому как только, скажем так, обратят внимание с точки зрения законодательства на этот нюанс, естественно, этот вид бизнеса, он будет развиваться более стремительными темпами. Хотя, еще раз повторю, такой продукт есть, в принципе, мы его предлагаем. Угу. Еще вопрос. Можно ли оформить бывшее в употребление имущество в лизинг, ну, то есть не изъятое и не принадлежащее Балтийскому лизингу, то есть человек, видимо, со своим бывшим употреблением имущества, или речь, возможно, идет о возвратном лизинге. Вот такой вопрос. То есть занимаетесь ли вы поддержанной техникой и уже, так сказать, ну, то есть не только новой? Да, конечно, мы приобретаем, у нас есть программы по БУ и легковому транспорту, также это может быть и техника, это может быть и оборудование, потому что, причем важно как раз понимать техническое состояние и сопоставлять со сроком лизинга, потому что мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы лизингополучатель в течение срока лизинга в первую очередь не получал какие-то проблемы, связанные с эксплуатацией этого имущества, да, так как оно не новое, а все-таки работал, использовал и знал, за что он платит. Поэтому здесь, конечно, существует риск в большей степени для лизингополучателя, что это имущество ему принесет какие-то, скажем так, неудобства в течение действия договора. Но у нас при этом ограничений нет, мы, естественно, готовы рассматривать, потому что некоторое технологическое оборудование, допустим, даже если оно не новое, но оно может работать еще долгие годы, и как раз в период, когда размер инвестиций играет очень важное значение для клиента, не может себе позволить купить новое, но при этом знает, что это оборудование может использовать в процессе своей работы, то, безусловно, можно покупать и былое имущество. Вот, наверное, мы обсудили все самые важные, актуальные вопросы. Могли бы вы еще что-то, ну, не знаю, может быть, посоветовать клиентам, действующим и потенциальным вашим будущим клиентам, которые все-таки заинтересованы воспользоваться лизингом транспорта, оборудования, как себя вести в нынешней ситуации? То есть, ну, в общем, понятно, что сейчас все некоторые тревоги, опасениях. То есть могли бы вы дать какой-то совет опытного специалиста в лизинге? Я вижу, что вы как раз более-менее спокойно работаете. Могли бы что-то посоветовать, дать какие-то рекомендации компаниям, как жить дальше? Ну, вы знаете, здесь, конечно, советы давать в такой ситуации достаточно сложно. Я бы, наверное, может быть, поделился, скажем так, такими своими представлениями о том, как действовать в такой ситуации. Безусловно, нельзя паниковать, потому что решения, которые принимаются в период паники, да, или там вот молниеносно, они иногда потом приводит не к очень хорошему результату. Потому что любое решение, оно должно быть взвешенным, обдуманным, и только тогда, когда ты понимаешь, что ты посмотрел и для себя выстроил несколько линий поведения, потому что есть разные сценарии развития. Есть оптимистичный, пессимистичный, есть прогрессивный. Вот очень важно, чтобы вот эти сценарии всегда были у любого клиента.
Не бывает безвыходных ситуаций. Даже если ты принимаешь решение закрывать свой бизнес, это не крах и кризис. Ты из этого можешь сделать определенный вывод и начать развивать совершенно другой бизнес. Вот здесь очень важно, как, ну, такая уже, наверное, избитая фраза по поводу китайского иероглифа, да, кризис, что означает. Либо кризис, либо возможности. Вот самое главное, чтобы вот вторая часть была у всех, и они ее видели. Вот, как только ты видишь возможность в текущей ситуации, ты сразу понимаешь, что не так уж все и страшно. Можно идти дальше, работать, искать новые формы взаимоотношений. Мгм. Ну вот, может ли помочь именно лизинг, да, как бы дополнительные как бы контракты лизинга, ну не знаю, улучшить что ли ситуацию в компании, которая, например, попала в какой-то действительно серьезный кризис? То есть всегда ли нужно именно закрываться, сужаться и сжиматься в этом отношении? Можно оптимизироваться, можно идти по пути модернизации, которая существенно приведет там, к сокращению других затрат. Безусловно, лизинг, он универсален, он всегда является ответом на вопрос, если ты идешь дальше, без лизинга достаточно сложно. Э, Это как раз разложенные инвестиции во времени и возможность начинать работать сейчас, а платить потом. Вот здесь вот очень важно. Естественно, мы анализируем клиента, мы смотрим, насколько это взвешенные и продуманные решения. Но вот как раз-таки для думающих клиентов это очень хороший механизм для дальнейшего развития в любой кризисной ситуации. Спасибо большое, Андрей Валерьевич. Мы, наверное, уже будем заканчивать нашу беседу. Мы благодарим наших зрителей о том, что задавали вопросы и участвовали в трансляции. С нами был Андрей Бугров, руководитель дивизиона Санкт-Петербург компании «Балтийский лизинг». Мы еще раз вас поздравляем с 30-летним юбилеем компании. Спасибо вам большое за развернутые ответы. Надеюсь, что не последний раз с вами встречаемся. Да, спасибо огромное, мне тоже было приятно, и всем здоровья, самое главное. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.